Zombie Apocalypse. Всем привет, с вами это Нивок. Сегодня мы начинаем цикл новых видосов по Резиденту. Вчера была пройдена игра мной. На сложности жуткая деревня. Первый раз прошел. Что можно сказать? Если, народ, если вы хотите кайфануть от сюжета, там, геймплей, все фишки почувствовать, я не советую режим жуткая деревня, там, без супер перков каких-то там, или без прохождения сначала там на хардкоре или раньше, чтобы открыть какие-то дополнительные вепоны, открыть перк бесконечное оружие, к примеру. Я не советую вообще жуткую деревню, именно чтобы кайфануть. Если хотите челлендж и заморочки, вам сюда. А я как раз про заморочки и челлендж сейчас вам расскажу. Почему жуткая деревня? Ну, люблю я, так сказать, заморочиться. Еще раз извиняюсь за тавтологию. Люблю заморочиться, люблю какой-то челлендж, люблю пердак горения в том плане, что вот что-то сложное, охота его преодолеть. Так что я удивился, почему мне сразу была доступна сложность именно это, потому что у меня в паке была подарена игра вместе с седьмой частью. Я седьмую прошел, открыл восьмую, смотрю, доступна жуткая деревня. Я думаю, ну давай. Смотрел ребята, как на стриме там известные ребята с Твича, там наши, русские, иностранные, обычно все на хардкоре проходили, да? Ну, плюс-минус тоже непросто, но поначалу. Потом втягиваются и уже там идет плюс-минус как по маслу. Здесь же с самого начала вроде бы ты смотрел, все то же самое, а по факту, как по мне, совсем другая игра. Итак, немножко разберем. Здесь будет, это я так превьюшку делаю, и ключевые моменты будем разбирать именно прохождение. В принципе, вам покажу. Да. Вот игра пройдена, чтобы доказательства, так сказать, были. То есть разберем ключевые моменты игры, как по мне, самые сложные. То есть мы не будем брать весь сюжет, мы не будем там брать все пока сокровища. Отдельно, может быть, там, если будет желание, будут просмотры, люди захотят. Мы возьмем, допустим, какие-то, как все сокровища полутать. Ну, я думаю, это уже сколько? Игре уже, ну, не почти месяц, уже 3 недели, да, как вышло в начале мая. То есть там, я думаю, уже все сокровища и так далее уже найдены, изучены, облизаны. Я думаю, нет смысла. Но, опять же, если будет желание, то сделаем. Я хочу сконцентрироваться именно на жуткой деревне, потому что, ну, не самая простая история. Так вот, пройдемся по ключевым моментам. И, как по мне, самый первый, понятно, ключевой момент — это переживание атаки. Первой атаки оборотней. Сейчас будем показывать... Покажу, как я это проходил на стриме, уже со своими комментариями, уже как от себя буду комментировать. То есть звук со стрима я уберу, а уже от себя буду комментировать, что делать, как бы, по мере прохождения. И что можно было сделать лучше, еще можно было не делать. То есть в таком ключе. И так же само будет дальше, допустим, сражение с Беллой, с Кассандрой, с Даниэллой, допустим, какие ключевые моменты. Плюс и так с Димитреску, понятно, файт и так далее. Допустим, ну и будем идти по мере развития сюжета, по мере возникновения, как по мне, где у меня возникали очень большие трудности. Будем именно разбирать эту сложность. Именно жуткая деревня. Потому что, я же говорю, повторюсь еще раз, если хотите пердака горения и сложность, вам сюда. Итак, я думаю, можно начать сейчас.
Сейчас вам покажу именно первый фрагмент. Первый фрагмент в плане пережить атаку, первую атаку оборотней, да, и Уреша. Итак, можно, думаю, начинать. Итак, поехали. Вот он момент со стрима. Я комментирую без звука. Уже, повторюсь, 15, ну не 15 тысяч раз преувеличено, ну очень много раз я здесь умирал, как бы. Может с пару десятков, 10 раз, 15, может больше. Пару часов, опять же, трайл. Понятно, что вот мы начинаем. Бежим. Бежим, 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 бежим. Собираем все, что есть. Открываем эту дверь на всякий случай. Я думал, что можно будет туда убегать. То есть собираем все. Собираем ящик здесь. Потом идем на второй этаж, берем ружье. Кстати, забыл, здесь закрываем. Атака пошла. Пошла атака, взяли траву. Забыл слева вот здесь забрать. Взял ружье. Но это такое, как бы. Ящик. Ящик, потому что ребята залезут. Ребята залезут в комнату, в дом и... В принципе, можно позже его, да, юзать. Да, вот мы видим, он залазит. Немножко подождали. То есть тут нужно время выиграть, да. В этой атаке самое главное время. Налево, вот сюда, ни в коем случае нельзя идти, вы умираете. И характерная штука, я остановлю, характерная штука именно режима, как его, режима жуткая деревня в начале, до 3 усилений еды у герцога, ну, до 3 бафов, вы умираете от 2 ударов. От любых 2 ударов вы умираете напросто. То есть налево, вот туда, вот этот был поворот. Сейчас я чуть промотаю. После того, как вы выходите вот отсюда, вам нельзя идти налево. Там есть ящик, его можно взять потом. Там пацаны с мечами. Вот здесь вот слева от нас пацан с мечами стоит. Я его Леонардо называю, который с такими этими... Как Росомаха. Вот он тут слева стоит. Тут еще, по-моему, ржавые обломки лежат. То есть ни в коем случае нельзя идти налево, вас зажимают, и вы умираете. Потому что в обычной сложности может быть, все можно, да. Вы там как-то сблокируете, туда-сюда. Ну, тут к вам прибегут 4 чувака, вам дадут 2 плюхи. Или 3-4 в блоке даже, неважно. И вы умрете. Значит, поехали дальше. Едем наверх. Берем все, что движется. И все, что лежит. Берем, 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 берем. Бежим. Здесь опять же чувак забегает. Сразу же закрываем. Важно не получить урон, потому что опять. Вы получаете урон, сразу замедляете. Следующая тычка, вы умерли. То есть берем все здесь. Сделал лекарство. Есть бочка. Вот здесь момент важный. Здесь важный момент. То есть, либо можно убить парочку народу, можно все-таки с помощью бочки, потому что, ну, бочка много дэмэджа, плюс парочку патронов из дробовика. То есть мы видим, со всех сторон бегут ребята. Заходят, ждем, 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 ждем. Ждем минимум 2 на одного, бочку нет смысла сливать. Ну, и вот, удар, и все, и я при смерти. -2 сделал. Еще -3 сделал, потому что этого тоже задело. То есть потратил все пули с дробовика, полезли на крышу, само собой. Ну и здесь важно, что, опять же, здесь можно, по сути, пули не тратить. Здесь нужно контролировать 2 входа, левый и правый, на крышу, потому что они залазят на крышу. Не попадать под стрелы, само собой. Не попадать под стрелы. И вот нужно правую и левую сторону контролировать, плюс-минус. Потому что они будут вылазить на крышу, их можно сбить обычным ударом ножом, либо выстрелом с пистолета. То есть, что мы и будем заниматься? Иногда они с фронтальной стороны дома тоже залазят, но это очень редко. Обычно лево-право. И здесь, то есть, в чем смысл переживать атаку, опять же, максимально затянуть время. То есть мы просто сейчас ждем, не попадаем под стрелы.
тут я, вот он, они начинают лезть. И я по одной пуле. Пули очень важные на этой сложности, потому что дальше будет, это, ну, здесь, конечно, не так очевидно, но дальше это будет прям ультра важно, что каждый патрон на сложности жуткая деревня решает. То есть потом сами поймете. Когда будет там первый файт с Бейлой или там с Урьешем уже в конце, ближе к крепости, там очень... Вот он приходит, Урьеш, да? То есть как бы здесь есть достижение на обычном уровне сложности. Его забрать 30 человек, но на жуткой деревне вам, чтобы забрать пацана, вам надо 2 или 3, 2,5 обоймы в голову, по-моему. Вот изначально дать. Если я не ошибаюсь, я считал, по-моему, больше 20 выстрелов точно. Изначально в обойме пистолета сколько там? 10 патронов, да? То есть там то ли 2,5 обоймы нужно дать, чтобы он упал. То есть у нас такой роскоши нету. Вот я переждал с ножика. Можно их скидывать также с ножика. То есть по поводу прохождения фулл с ножика, да? Здесь просто можно брать ножиком так чик их и не пускать. Но уже прорвали с правой стороны, потому что я давно не чекал. Я решил остаться слева. И я надеялся, что я достаточно время затянул. То есть я их постоянно, это вот уже все. Неудачно сделал. То есть опять удар при смерти. И я думал, ну все, типа, либо сейчас катсцена, как бы, либо все. Опять же, повторяю, это 20-я где-то попытка, плюс-минус. Очень долго я тратил. Спустился, меня потянули за штаны, и я вроде как понял, что плюс-минус получилось. В принципе, вот такой ключевой момент. Первый, да? То есть очень важно, еще раз повторю, лутаем все в первом доме с бочкой. Можно убивать, можно не убивать. Полезьте на крышу, полезли. Чекаем левую, правую сторону максимально с ножика, с пистолета. Сбиваем с крыши их. То есть... Потому что любое касание, любое вам, опять же, 100-й раз повторяю, любое касание по вам, вы при смерти. Следующий любое там чих на вас, и вы умираете. В принципе, вот так, да. Можно было здесь, там, вот эту бочку, там как-то, понятно, они здесь расставлены для достижения, там, 30 человек убрать. На самой низкой сложности, я думаю, можно и с ножа их забрать, 30 человек, здесь это не проблема. То есть, катсцена, а потом уже лутаем все подряд. Вот Итан руку перебинтовал, молодец. И будьте готовы, опять же, на сложности жуткая деревня. Подчеркиваю, юзать ножик очень активно, потому что пули нужно будет экономить. И бабушка... В принципе, вот такая вот история, да? Я повторяюсь, это первый, как по мне, ключевой момент игры, который такой, на нем заострить внимание. Дальше посмотрим, я думаю, уже замок Димитреску. То есть тут, по-моему, в доме Луизы все понятно. Там просто... Как добежать до него? Ну, как добежать? Там просто надо мимо пробежать ребят. Там их тоже не трогать. Я думаю, можно, в принципе, дальше сделать по дому... Ну, как добежать до дома Луизы именно на деревне. Но я думаю, этого не стоит. Просто мимо. Вот тут я долутал. Да? То, что там не долутал. То есть любые патроны это праздник. Здесь, само собой. Именно даже на этой сложности. Понятно, восклицательный знак это берется потом. Это все берется потом. Тут я этого еще не знал. Так что... В принципе, вот такой ключевой момент. Я думаю, должно быть кому-то интересно, кто хочет именно на жуткой деревне пройти. Говорю, сам заморачивался, сам страдал. В принципе, вот такая вот история у нас. Следующее видео, я думаю, уже будет сражение с Беллой. Я пересмотрю нарезки, может быть, до этого что-то сделаю.
Белла — это первая дочь Димитреску. Один из самых сложных файтов вообще в игре. Как именно если брать жуткую деревню, самый сложный. Там есть ключевая особенность, я про нее потом расскажу. Там, где, ну, на других уровнях сложности ее нету. Она именно только на жуткой деревне появляется. Дополнительная сложность именно того файта. Я про нее расскажу уже в том видео, в следующем. Так что подписывайтесь. Кому интересно, ставьте лайки, дизлайки, комментарии. Кому не интересно, не смотрите, не подписывайтесь. Не ставьте лайки, ставьте дизлайки. Итак, до следующего раза, до следующей части. Всем пока. С вами был это Ниок.